Друзья, всем привет! Привет, друзья! Сегодня мы едем в Анталию вдвоем с Юлей по делам. Ну, собственно, все вам и покажем. Поехали! Посмотрите, какие здесь отельчики симпатичные. Вот этот отель, видно, прям заполнен людьми. Люди отдыхают, на горках есть люди. Мы заехали в поселок Турклер по пути. Сейчас здесь отдыхают наши друзья из Алании. Заедем к ним, проведаем, как у них там дела. Заехали мы к друзьям, встретились. Привет всем. Привет. Ребята отдыхают в отеле Сенза. Как впечатление, друзья? Отлично. Классно. Классно. Можно побольше. Только проснулись еще, наверное, да? Егор, как отдыхается? Нормальненько. Ну, классно. В общем, теплая вода. Не, холодненькая, ветер. Ветерочек, да? Но все равно подгорело немножко, видно, что солнышко есть. Друзья, всем привет! Мы поедем дальше. Друзьям хорошего отдыха. Хайдар-Паша отель справа. А слева, посмотрите, друзья, Айдин Бэй. Здесь когда-то отдыхала моя мама с сестрой. Вот смотрите, как его отреставрировали. Он раньше был красненький, да? Да. У нас немножко тут потрясывает, потому что брусчаточка. Да, отель за это время, за время простоя отреставрировали. Ну вот видно, какие въездные воротки новые. Да, симпатично, очень симпатично даже. сделали. Ехать из Алании в Анталию и обратно одно удовольствие. Прекрасные дороги и такие классные виды. С левой стороны у нас много-много гостиниц, пятизвездочный отель. Элефин Делюкс проехали. И сейчас будет скоро Q Premium, насколько я помню, да, Юль? Да, у нас есть обзор этого отеля. Вот он как раз находится. Да, Q Premium. Классный отель. У нас есть видео, ссылочку мы прикрепим. Посмотрите, зацените. Здесь вообще классно. Да. И вот здесь вот отель Сидера, в котором мы, ну, в частности, я точно открывал для себя Турцию когда-то в далеком 2012 году. Помнишь, мы сюда приезжали? Да. Упс. Такие вот красивые отели современные. Так, а здесь у нас Ну, это торговые, да. Да, торговые площади. Ну, я так понимаю, что или закрыты, или работают не на всю мощность. Такое чувство, как будто новенькое, либо отреставрированное. Наверное, еще только, может быть, сдается в аренду. Мы едем дальше, друзья. Впереди Анталия. Друзья, остановились на заправочке. Заправляем машину. Отдаем деньги. Прикладывает. Сейчас посмотрит номер. И ведет здесь все данные оператора. То есть по номеру машины. У тебя в чеке будет номер. То есть качество топлива здесь на контроле, всегда можно доказать. Денежку, да, отдавайте. О, по-русски все говорят классно. Спасибо. Şöyle böyle. Şöyle böyle. Отлично. Харика. Harika. Neydi? Хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Чё, Вот и пообщались. Вот так вот и общаемся здесь и учим. Кто-то русский, кто-то турецкий, да? Да. Aynen. Şöyle böyle aynen. Şöyle böyle. Классно, друг. Teşekkürler. Очень классные люди. Спасибо, друг. Спасибо. Как зовут вас? Şefik. Софи. Şefik. Виктор, Юлия. Юлия. Канал Солнечная Алания. Подписываемся. Да. Абоне ol. Ставим лайки. Teşekkürler. Посмотрите. Смотрите, вот наши Литр. 100 лир. 12 литров, да? 12,61. Да. Это цена за 1 литр получается. Поехали? Сейчас чек заберем. Подожди. Хорошо. Спасибо, мой друг. Вам спасибо. Вот, Teşekkürler. друзья, посмотрите. Можете ставить на паузу и посмотреть, сколько стоит топливо в Турции. Бай-бай, еще раз. Бай-бай. Остановились мы в кафе в Манавгате. Да. Здесь мы уже бывали и не раз. По-быстренькому попьем чай, кофеек. Перекусим немножечко. Взяли каких-то здесь булочек. Машину здесь удобно парковать прямо около дороги. Сейчас покушаем и в Анталию, друзья. Едем дальше. Друзья, мы заехали в поселок Серик. Здесь одна такая особенность есть. Здесь очень много машин вдоль дороги стоят именно в аренду и на продажу. Вот можете посмотреть и слева, и справа, кругом. Также мотоциклы. Целые авторынки. Вот, трактора, техника. Такой городок небольшой на самом деле, но машин в аренду сдается. Мне кажется, больше, чем квартир. Здесь больше, чем домов, да, вот этих Каждый раз, магазинчиков. да, каждый раз приезжаем, смотрим и поражаемся. Вот почему именно эту точку выбрали, Серик.
Ну, может быть, потому что он ближе к Анталии, как-то и А между может быть, какая-то Аланией. географическая здесь точка удачная. Ну, тем не менее. Едем мы дальше, друзья, в Анталию. Остается нам порядка 40 километров. Все ближе и ближе. Смотрим дальше. Поехали. Заезжаем в Анталию. Потихонечку. Да, сейчас будет развязочка, которая ведет в аэропорт Анталийский. Нам сегодня туда не нужно. Кстати, в обычное время за этот период, ну, несколько самолетов мы бы уже наблюдали, да, Юль? Но все-таки чартеров не так много. С нет Европой самолетов. не летают, с Россией не летают. Видно, что пассажиропоток на авиасообщении, конечно, упал. Уже сейчас будут начинаться магазинчики. И здесь справа Икея. целый ряд, да? Да. Здесь достаточно большая Икея. Так, пап, превышает. Здесь такой интересный момент. Ограничение именно 82 км в час. Смотрите, как красиво. Все так зелено. Пальмочки. Вот уже торговые центры начинаются вовсю. А вот как раз Медиамаркт есть. Мы движемся по Анталии. Справа от нас парк аттракционов. Ну, как понятно, он закрыт. Актурпарк называется, смотрите. Надеюсь, что скоро откроется. Можно будет покататься. Анталия, конечно, большой город, да? Да. Слева у нас торговый центр, который здесь называют Мигрос. Но там, помимо того, что есть сам Мигрос, другие магазины с одеждой, электроникой. В общем, все. Если и магазины здесь, то большие. Да, здесь сетевики. большие торговые центры. Мы движемся в район Лиман. Сейчас все и покажем, друзья. Красиво, все зелено. Какие красивые горы. Прям шикарно смотрится. Надеюсь, камера передает эту красоту. Прям одна за другой. Очень красиво. Номера российские везде. Да? Дорогой мой друг, навигатор, подсказывай мне дорогу. 2 километра прямо. Отлично. Продолжаем Поехали. съемку. Присели мы в парке попить кофе, а здесь уборочные работы прямо около нас. Новый парк, его только строят, насколько мы понимаем, потому что кругом техника, люди что-то обустраивают, но очень зелено. Очень всё зелено. современное. Поливальные аппараты автоматические, там теннисные корты, посмотрите, в Так, каком сейчас я количестве. покажу. Детские площадочки, здесь все поливаются. Смотрите, сколько сосновых деревьев. Воздух здесь, конечно, изумительный. Несколько теннисных кортов, кафешки. Ну, здесь много чего. Мы даже видели, будут искусственные ручейки, да, речки такие. Да, каскадные водопадики. Но пока они еще не запущены. Получилось так, что мы минут, наверное, 10-15 искали в этом парке скамеечку в тенечке. Нашли, только разместились, и, пожалуйста, трактор. Ну, работа у людей, не все же Сейчас полдень попьем отдыхают. кофе и движемся дальше. Да, у нас здесь есть определенные дела, друзья. Мы по ходу покажем, что у нас сегодня будет получаться, что успеем, что не успеем. И поэтому смотрите все по ходу. Движемся дальше. Идем, прогуливаемся немножко по парку. Посидели, попили кофе. Жарко, друзья. Очень жарко. Да, мы заметили, так голову припекает. Теперь пойдем за панамками. Витя посмотрел, а на улице 36 градусов. Я чувствую, как-то жарковато. Ну, видимо, Вообще. адаптировались. И резко это не чувствуется, но жарковато. Посмотрели в приложении 36 градусов. Для примера, сейчас в Алании 31. То есть в Анталии получается жарче. Но здесь поливается травка. И вот приятно, когда идешь около поливочных. Да, вот так вот Зон. все это оборудовано. Парк Прям на ой, электрический счетчик Да. или там шкафчик, я не знаю что. нормально. Нормально. Но на самом деле парк только достраивается. Ну, видно, И что вот техника, смотрите, там ездит. Работы идут. парк очень красивый. Вокруг сосны. Очень классно.
Здесь Да. и кафешечки, и корты, и какие-то водоемы. И самое интересное, что площадь этого парка не маленькая. Здесь Да. несколько тысяч людей даже могут, я думаю, разбрестись. Очень повезло тем, кто рядышком живет. Прям красота в таком парке Классно. Ну вот, отдыхать. смотрите, все зелено, Детские площадки, поливают. А вот здесь цветочки. вот будут водоемы. Классно. Хорошо, Мостик даже. хорошо, когда делают вот такие места для отдыха, для людей. Это очень здорово. Вот кто-то просто вот так отдыхает, смотрите. А, вон там сзади даже я вижу пикники. Да, очень классно. Здесь красивый ландшафтный дизайн. Он еще только, я так понимаю, начал, как бы появлять свои, да, очертания. Но скоро, думаю, здесь будет очень классно. Все новое, все современное. Вот здесь Находится это парк в Кони-Алты. Да, район Конь-Алты. Вот там несколько кортов теннисных можете наблюдать. Очень здорово. Такой И воздух здесь разнообразный вид отдыха можно устроить в данном парке. Можно спортом заниматься, можно устраивать пикники. Здесь есть уличные тренажеры, детские Аттракционы. площадки, да. Классно. Анталия большой город. Большой-большой. Здесь и движуха другая. Ну, относительно, по крайней мере, Алании. Да, да. Анталия большой город. Миллионник, да, по-моему? Да. Смотрите, Ой, вот это вообще красота. как здорово. Вот, Юль, давай на фоне. Да, такой Смотрите, какая объект красота. классный. Классно. Мгм. Очень красиво. Ну как тебе, Юль? Мне очень понравился парк. Здесь можно и на велосипедах кататься, и с детишками приходить. Они будут у вас играть на площадках. При этом здесь Здорово. детских площадок несколько, то есть в разных местах парка сделан. Несколько кафе. То, что мы только обнаружили, мы не весь парк обошли. С той стороны там еще доделывается какое-то пространство. На входе есть кафе еще большое. Ну, то есть полноценный парк для отдыха. Очень красиво Да. здесь. И очень красиво, что делают ландшафтный дизайн. Везде цветочки, какие-то мостики, будут искусственные водоемы. То есть все. Это же здорово, когда в жаркий летний день, да? Да. Либо в любой день в Турции. Можно насладиться вот прям природой, очень классно. И деревья, если обратили внимание, здесь хвойные породы. Да, воздух шикарный. Воздух чудесный. Привет еще раз. Юля зашла в процедурный кабинет, а я сижу в коридоре, жду. В такой красивой атмосфере, обстановке и с классной музыкой. Хорошо. Ну вот, Юлина процедура. Заморозка. Потом покажем, да, Юль? Да, Как скоро результат. буду красивая. И так красивая. Ага. Я пока покажу, что здесь у нас происходит вокруг. Ну, как вы поняли, мы в Анталии. Наталья Юльна процедура потом подробно расскажет, что это. А я покажу пока, что вокруг. Вот такой уютный здесь холл. Зона ожидания. На диванчик я здесь расположился. Вот какие красивые картины. Часики. Все цивильно. С кондиционером красота. Такие просторные кабинеты. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Вот как здесь все красиво, цивильно, чистенько. Красота. Вот. А все подробности всех процедур, что Юля сегодня делает, она расскажет чуть позже. А я присяду здесь на диванчик, посижу, послушаю музычку. А мы сейчас будем двигаться в сторону моря и хотим попасть в торговый центр. Terra City. Мы были в нем как-то осенью прошлого года. Нас интересует Медиамаркт. Он Да. там есть. Хотим посмотреть Юля телефон, может быть камеру посмотрим новую. Почему телефон мне? Потому что мне пришла уже смс о том, что 31 мая мой телефон будет заблокирован. И мы как бы не хотим оттягивать. И перепрошивать его не хотим. Ну да, потому что это не факт, что поможет на самом деле. А чтобы его здесь
как сказать, узаконить, это больше 2000 лир стоит. Сколько машин припарковано вдоль моря, смотрите, виды какие здесь открываются. Но сегодня мы не будем морюшком особо здесь любоваться, по делам. Быстренько, магазинам. быстренько, да. Да, машины просто, да, даже мест парковочных. Ух ты, какая красивая. Бэшечка. Супер. И i8. цвет красивый, да, такой? Хотя белый цвет здесь, конечно, В приоритете, превалирует, да. Но около моря большое разнообразие расцветок. Здесь очень много пальм. Такое видно, да, что курортный райончик вот этот. Ну, здесь вот и отели тоже расположены, видишь, смотри, Да. горочки, все есть. Потому Да. что мы были сейчас немножко в других районах до этого Анталии. Там видно прям жилые районы. А здесь вот такие вот красивые строения. Очень Вот красиво, тоже с таким прогулочная видом. зона, смотрите, как все это расположилось. Велодорожки предусмотрены. Скамеечки. Но сейчас на солнышке очень не жарко так посидеть. Да, и велодорожка прям отлично вдоль моря. С таким красивым видно. видом. Кстати, вот самолет там садится. Ну, камера не передаст это. Я сама еле-еле вижу. Самолет идет на посадку в аэропорту Анталия. Там как раз таки, соответственно, Дюденские водопады. Брусчаточка. Ой, как на массажном кресле еду. Отлично. Спинку разминает. Смотрите, какие здесь остановочки закрыты. Может быть, там даже кондиционер работает, да? Посмотри, вот. Ну смотри, Юль, ты еще покажи, что очень много на самом деле тренажеров практически по всему побережью. Вот, Да, я- такие уличные тренажеры. Да, есть места, где посидеть, есть места, где подразмяться. Прикупить водичку, мороженка. Как нам Ребят, сказали, что самая такая пробка начинается в 17:00. Надеюсь, мы успеем за это время уже преодолеть весь путь до торгового центра. проскочим. В любом случае, все это по пути домой. Мы, на самом деле, здесь ни разу не были, вот в этом районе. Сейчас первый раз вместе с вами смотрим набережную. Видите, как очень удобно, что здесь проходят автобусы. То есть можно доехать на автобусе спокойно до моря, покупаться. Да, московских номеров здесь тоже немало. Очень немало. Какое получается, да? Длинное вот это вот Длинная побережье. набережная, да. Мне кажется, километров на 10, если вот так вот и будет все продолжаться, то это очень прикольно. Можно вдоль моря ходить, гулять часами. Или вот как едут на велосипеде, вообще отлично. Помнишь, как в Мармарисе мы с тобой гуляли Да, от центра да. до Ичмелер, до пляжа Нирваны, да? Там очень красиво в Мармарисе. То есть там тоже буквально километров 10, да, мы проходили как-то налегке. А потому что ты ходишь, смотришь по моря. сторонам, дышишь воздухом. Там есть также лавочки, где остановиться, посидеть, попить Классно, водички. Вообще здорово, когда вдоль морской линии оборудован вот променад. Да, такие, как парковые зоны. Да, да, здорово, здорово. Это хорошо, что в городах оставляют места для отдыха и Спорта. прогулок, да, для спорта. Они просто нашпиговали каждые там 10 метров кафехи. Нет? Ну вот есть или, да, кафешка, могли же а вот здесь есть... гостиницу, по идее, да, построить. Да, да, А нет, это общественный хорошо. пляж. Хорошо. Смотрите, сколько людей. Все отдыхают. Сейчас мы проезжали вдоль набережной, смотрели парковочные места. Я, честно, не увидела ни одного. И вот так вот, кто перед нами едет и за нами, ищет парковочные места. Людей Жаришка просто сегодня хорошая. невероятно, да. Там показывало себя до 38 градусов. А, сейчас я вот прямо вам покажу, друзья. Смотрите, вот здесь есть паркинг. Мне кажется, там тоже все занято. Да битком все. Все битком. Потому что рабочий день к завершению, и все выбираются, жаришка спадает, и все идут к морю. Да, как раз время после 4 самое время покупаться, немножко подзагореть, но не обгореть. А что это такое? Это
аквариум. Анталия аквариум. Там мы не были. Нужно будет обязательно сходить. Но сейчас он закрыт. Так же, как и парк Судя по парковке, аттракционов. видно, что он закрыт. Да. Все рядом, очень удобно. Приезжаете в парк аттракционов и заодно идете в аквариум. В океанариум, аквариум. Не, ну здесь было написано аквариум, Юль, Да? как есть. Ну, наверное, Анталия так. аквариум. Ну, как тебе Анталия? Классный город, но мне кажется большеват. Я настолько привык к Алании, вот к этой компактности, что ли. К этой К простоте. умиротворенности, я бы Да, вот так вот сказала. Вот какой-то ее простоте аланийской. Все-таки у большого города и у маленького есть свои плюсы и минусы. Вот на сегодняшний день мне в Алании очень нравится. Ну, еще Друзья. я честно скажу, что в Алании адаптация, вот, по крайней мере, у нашей семьи проходит более легко. В Анталии всё- Комфортнее, Да, что ли? комфортнее. Каждый выбирает то, что ему нравится. Я вот так считаю. Да? Жить нужно самому. Да, и дорогу себе прокладывать сам. Ну, на самом деле, всегда можно все поменять, Конечно, да, при желании. Конечно. Поэтому все в наших руках. Здесь тоже зелено, красиво. Наконец-то мы добрались до Террас-Сити. Да, это был квест, пробки. Мы уже отвыкли от пробок, живя в Алании, а здесь они действительно по вечерам, по крайней мере, вот в 5 вечера добраться с одного района в другой проблематично. Покружили, поплутали, навигатор еще немножечко. Анталию мы не очень хорошо знаем, на самом деле. Да, то Вот. туда, то не сюда Да, заедем, попытались да? срезать, получилось, что не совсем. Но, тем не менее, добрались. И сейчас мы будем заходить в Террас-Сити, посмотрим, что там есть. Мы уже бывали здесь раньше, но сейчас хотим зайти прям в 2-3 магазина, посмотрим. Пойдемте, друзья. Пойдемте. Мы уже внутри, спустились на цокольный этаж. Сейчас идем мы в Медиамаркт, хотим посмотреть телефон, камеру, ну и вообще, да, что там есть. Рояль. Рояль, да. Магазин достаточно большой. Здесь так комфортно, так прохладненько после улицы, да? Вообще просто отлично. Видимо, что Всё есть открыто. скидки, да? Скидки есть точно. Ну, нужно все смотреть. Так что, кто в Турции, приезжайте на скидки. Да, магазин здесь вообще, торговый центр очень хороший. Здесь Ой, очень смотри, много какая магазинов. красивая обувь, да, женская. Такое блестящее все. Детская. Спортивная. Ну, тут много всего. На самом деле. Пандора, пожалуйста. Здесь для селфи, да? Да, наверное. Инстаграма. Пума. Ну, в общем, все есть. А мы идем в Медиамаркт. Юля, мы выбираем новый телефон сегодня. Сейчас посмотрим. В Алании мы не нашли iPhone 11 на 128 гигабайт. Здесь он есть за 8300 лир. Сейчас посмотрим. Недешево, но ей нужен новый хороший телефон. Друзья, здесь очень хороший магазин, Медиамаркт в Анталии, еще раз напомню. Все можно найти. И большой выбор телевизоров, камер, телефонов, не говоря уже там о флешках и о прочем. Все что угодно, друзья. Сейчас пройдем, посмотрим. Решили воспользоваться моментом, посмотреть еще блендер, да, Юль? Давно хотели делать. Надо сейчас Мерхаба. спросить Мерхаба. Давай посмотрим. Блендер, Вот блендер. Тефаль есть, лицо, да, Вот Тефаль 398. хорошая. 518 Ну, лир. это очень большой. Мгм. Ну, хотя не знаю. 398. Ну, 800 миллилитров здесь. Здесь на 1,5 литра. Юль. Давай еще Вот такой посмотрим Philips. местные марки. Может, не обязательно? Ну, здесь уже местный производитель пошел. Вот Нет, Тефаль. Тефаль тоже. Ну, такие прям. Мгм. 728 лир. Лира сейчас 1 к 9, да, рублям? Да, одну Мгм. лиру, да. В общем, за 1 лиру 9 рублей. И такой Тефаль. 949 лир. Юля, нам большой нужен, нет? Вот еще, чтобы взбивать. Нет, вот нам пример, знаешь, какого? Вот такой, вот такого размера.
стаканчики. Даже вот такой вот, мне кажется, или мало. Ну не мало, просто наверное, как стаканчик, да, прям побольше. Ну да. Ну вот такой, в принципе, вот на 1000 ватт. А сколько? 98 лет. Да, 800 миллилитров. Но Да. это нормально, 2 Нормально. стакана, да? 2 коктейльчика можно замутить. Идем, я вот тебе такой хотел показать, смотри. Вот электролюкс вот такой, но это вот прям вот как раз и бутылочек сразу взбиваешь, переворачиваешь и... Ну, ведь я хотела, чтобы еще можно было что-то еще порезать, там как... ну, не Вот знаю. такой электролюкс вот есть, смотри, на 1,5 литра за 689. Тот выгоднее. Итак, друзья, у нас 2 покупки сегодня предстоит. Что у нас? Телефон? Да. iPhone 11 на 128 гигабайт. И дополнительно купили зарядник новый сразу, да? Да. И будет у нас еще небольшой типа блендер, кухонный комбайн, такой универсальный. Сейчас все покажем, сколько стоит. Приехали за камерой, купили вообще не камеру. Мы оплатили, друзья. Цены поставим прямо на экранчике, чтобы видно было. Сейчас произведем тест этого блендера и проверим телефон, потому что до оплаты вскрывать коробочку категорически не хотят. Вот. Ну, смотрите, в принципе, покажу сейчас на экранчике, может быть, будет видно. Вот такие дела. Друзья, распаковочка, наверное, уже из дома. Покажем, что мы купили. И смотрите продолжение этой поездки. Вышли мы из магазина. Да, съездили мы в Анталию. Друзья, теперь можно сказать, зачем мы здесь были. Вот у Юли новый гаджет. Телефончик. 12 брать не стали, взяли 11. Да, Юль? Да. На 128 гигов, работать будет удобно. Филаретевенький. У Юли у самой, в принципе, и сейчас 7 плюс. Сколько лет? Он уже 3 года тебе верой и правдой, да? Да. Ну вот, будет новый А, гаджет для работы. Хотели, Смотрите, сколько да, набрали мы еды. хотели купить, Вите, новую обувь, а в итоге купили еды кучу. И решили, Да. что Витя сегодня без обуви, поедет Ну, просто отдельно. уже и время, и столько шмоток, все это в руках, время, там, ну, Сейчас ехать я надо. покажу пакетики. Любители KFC в Алании нету KFC. Вот тут еще 2 пакетика. Да, набрали. И смотрите, вот такую штучку. После того, как съедим KFC, будем питаться полезными продуктами. Блендер нормально. Возможно, мы в следующем включении покажем уже из дома распаковку этих Или, вещей может быть, в нормальной отдельном обстановке. видео покажем и распаковку, Посмотрим. и скажем цены. И заодно и цены вставим прямо на Да. экранчик. Следите. Либо в этом выпуске, либо в следующем, друзья. Мы поехали сейчас домой, в Аланию. Нас ждет ребенок, кошка, собака и хорошее настроение. Хорошего вечера всем. Хорошего Пока, дня. друзья. Пока. Пока-пока.